21 декабря в информационном агентстве «Интерфакс» прошла пресс-конференция лидера КПРФ Геннадия Зюганова, посвященная итогам уходящего политического года. В ней также приняли участие члены Президиума, секретари ЦК КПРФ, депутаты Государственной Думы Валерий Рашкин и Дмитрий Новиков. Геннадий Зюганов подвел итоги отчетно-выборной кампании в КПРФ. Мы сегодня собрались для того, чтобы подвести итоги года и заглянуть в будущее. Прежде всего хочу вас и поздравить с тем, что наша партия завершила отчетно-выборную партийную свою кампанию. Она завершилась Московской конференцией. По сути дела, мы выдержали и московское сражение, когда недоброжелатели нашей партии пытались дестабилизировать обстановку московской организации. Конференция дала полный карт-бланш новому руководству. Геннадий Зюганов положительно оценил итоги президентской кампании в Белоруссии. Но выдержали мы все и наступление недружественных нас сил на Первом Белорусском фронте. Там успешно завершились выборы. Александр Григорьевич Лукашенко одержал не просто уверенную победу. 9 из 10 граждан Белоруссии пришли на выборы, и 8 из 10 поддержали его программу, с которой он выступил на Всебелорусском народном форуме собрании. Геннадий Зюганов обратился с открытым письмом к президенту России в связи с тем, что его Совет по правам человека вдруг вознамерился судить великую сталинскую эпоху, советскую страну. По примеру прибалтийских неонацистов и недобитков бандеровских и власовских, которые еще ходят по Европе. Мы считаем, что это позорное явление, которое не заслуживает внимания. Однако те законы, которые приняты в Прибалтике, в Польше, Чехии, которые пытаются протащить, и у нас свидетельствуют о том, что это может окончательно дестабилизировать обстановку в стране. Мы здесь высказываем свои предложения, абсолютно конструктивные. Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ Дмитрий Новиков поделился своими впечатлениями о президентских выборах в Белоруссии. В общей сложности явка на избирательном участке составила 90%. Действующий президент республики Александр Григорьевич Лукашенко набрал 79,9% и, как и предполагалось, оказался безоговорочным лидером в ходе избирательной кампании. Общие выводы я бы сделал следующее. Во-первых, в Белоруссии, безусловно, демократичное избирательное законодательство. Второе, мало иметь такое законодательство, его надо соблюдать. Оно исключительно строго соблюдалось в ходе проведения избирательной кампании. Ну и, наконец, третье. Поддержка гражданами политической системы, избирательной системы выражается еще и в готовности прийти и реализовать свое право. Я назвал вам с самого начала, сколько людей пришло на избирательные участки и выразило свою гражданскую позицию. К сожалению, на выборах в Белоруссии не обошлось без провокаций. Мы находились на площади, где происходили все эти события от начала, от того, как они разворачивались и до завершения операции правоохранительных органов. Все было спланировано, срежиссировано, были боевики в той группе молодежи, которая била стекла и провоцировала все эти события. Поведение правоохранительных органов были корректными. В другой стране они бы начали действовать гораздо быстрее и гораздо жестче. И только после того, когда толпа начала действовать совершенно неадекватно, бить стекла в правительстве республики, стали предприниматься эти действия. Дмитрий Новиков опроверг сообщения российских телеканалов о том, что на площади собрались якобы 40 тысяч человек. Я вообще не уверен, что на этой площади 40 тысяч человек может уместиться. 20 тысяч может уместиться. Но если там было 5 тысяч человек, то это максимум. Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, первый секретарь Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин рассказал о всероссийской акции протеста, которая проходила с 18 по 22 декабря. Валерий Рашкин отметил также, что партия ведет активную подготовку к выборам, которые состоятся в марте 2011 года. Значит, из 12 регионов, где объявлены будут выборы в законодательном собрании субъектов, уже на сегодня мы в 5 провели конференцию, выдвинули очень авторитетных наших кандидатов, причем здесь и мудрость, и молодость. И единственный регион, Геннадий Андреевич уже сказал, Чукот, там нашлись тоже кандидаты авторитетные, и их боится власть. В ходе пресс-конференции ее участники ответили на вопросы журналистов. Один из них касался недавних событий на Манежной площади в Москве.
10 лет назад вместе с крупнейшими учеными нашей страны для Государственной Думы и всех ключевых государственных деятелей мы подготовили доклад, который назывался «Пределы падения». В этом докладе высказывалось, что практически в стране разрушаются все основные характеристики, связанные с ее безопасностью, нравственным здоровьем и физическим здоровьем. Особый удар нанесен по психике молодежи, по качеству воспитания и образования. Ликвидировалась вся система, связанная с гражданским воспитанием будущего человека. Главный лозунг на знамени этой власти был «Выбирайте Пепси и делайте, что хотите». Он сказал, это ваше поколение там выступало. Оно воспитано вашей демократической властью. Им 15, 17, 20 лет. Вы лишили его иммунитета. Вы лишили то, что человека делает человек. И сказал, понимаете, это страшно, когда молодое поколение знает, кто такой Власов, и не знает, кто такой Карбышев, Жуков и все остальные. Какая может быть справедливость в стране, где молодежь оставили без всего? Молодому человеку эта власть ничего не может предложить. Отвечая на другой вопрос журналистов, Геннадий Зюганов в целом отрицательно оценил содержание и форму общения премьер-министра Владимира Путина с гражданами России, которое состоялось 16 декабря и продлилось более 4,5 часов. Что касается продолжительности, я считаю, что это абсолютно неэффективно. Если желаете терять свою поддержку и свой рейтинг, продолжайте 5-6 часов. Скоро никто его смотреть не будет, в том числе и в столице. Нерационально держать по 4 часа не только журналистов, но и поставленные сцены в разных регионах, потому что это издевательство над людьми, оно неэффективно ни с какой точки зрения. Не могли обойти вниманием участники пресс-конференции и историческую роль Сталина, родившегося в этот день 131 год назад. Был задан вопрос об отношении Зюганова к такому термину, как сталинский тоталитаризм. Что касается тоталитаризма, это придумали рыцари холодной войны в американских институтах для борьбы с СССР, для того, чтобы поставить страну-победительницу на одну доску с фашистом. И когда власть придержащая использует этот термин, а их комиссии пытаются навязать нам это представление, это тоже подрыв национальной безопасности и крайне опасное явление. У нас не было тоталитаризма. У нас было советское народное государство, которое справилось с сложнейшими проблемами, собрало страну воедино, которая победила фашизм и которая добилась колоссальных успехов. В завершении лидера КПРФ попросили оценить новый договор с США по ограничению стратегических ядерных вооружений. Я внимательно слежу за дискуссией, которая идет в американском Сенате и Конгрессе. Президент Обама сделал ставку любой ценой протащить этот документ. Сам звонит сенаторам, убеждает, уговаривает. Но они вносят поправки, которые полностью дезавуируют этот документ. Президент Обама пошел на беспрецедентный шаг, направил письмо, где заявил, что программа ПРО не будет свернута, что соответствующие базы появятся в Польше, Чехии, и он реализует. Но это перечеркивает практически данный документ.